Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. Максим Радайкин и сегодняшний мой собеседник Александр Фролов. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте. Транзит газа через Украину. Bloomberg озвучил два варианта, которые рассматривают в ЕС. Александр, что такое происходит? Ведь газ уже заместили. Украине не нужны эти деньги за транзит. Что это там европейцы обсуждают? И к какому выводу они сенсационному пришли в какой-то веке? Вы знаете, я почитал оригинальную статью Bloomberg, которую мы вот сейчас будем обсуждать. Правда, не только ее, но вот она в основе лежит этой темы. И могу вам сказать следующее. Смотрите геоэнергетику инфо. Bloomberg пишет сегодня о том, что мы обсуждали несколько месяцев назад. И даже те же цифры приводят. Другое дело, что там ряд вещей выглядят предельно странно в стиле: из Азербайджана может быть поставлен газ в Европу, либо в этом может поучаствовать компания Сокар, это местная нефтегазовая компания. Она может заменить ПАО «Газпром». Я вот сейчас не утрирую, там вот такой ход мысли описывается. Хорошо, что автор статьи, ссылаясь на неназванные источники, это правильно. Зачем ссылаться на эти источники? Они попросили не называть их имен, потому что это все тайна. Так вот, ссылаясь на неназванные источники, обращает внимание, что вообще у Азербайджана сейчас газа в необходимых количествах нет, а необходимые количества это хотя бы 10-11 миллиардов кубов. Я бы сказал даже 10-12, да ладно. 10-11 вполне логично выглядит. Откуда эта величина, кстати, берется? Если брать не неназванные источники, а попытаться, критически посмотреть, как это вообще, что это вообще, вот что там с транзитом. Сейчас через Украину идет порядка 42-45 миллионов кубических метров газа в сутки. То есть годовые поставки составят где-то до 15 миллиардов кубов. Это если мы берем текущий год. Может быть ровно 15, порядка 15, давайте, порядка 15 миллиардов. Из этого объема где-то 4,5 миллиарда кубов могут уйти через турецкий коридор в Венгрию. Я немного округляю, немного утрирую, но для понимания того, откуда вообще вот эти цифры берут. И оставшееся, это то, что в принципе необходимо прокачивать потребителям в Словакии, в Австрии, и даже отчасти, наверное, на севере Италии, через территорию Украины. Если вы побежали тут же писать, что, мол, ай-яй-яй, как мы вообще поставляем газ? Значит, есть у руководства страны соответствующие соображения на этот счет. Поинтересуйтесь у него, почему мы поставляем газ. Возможно, вам даже ответят. У меня есть представление о том, почему это так. Но мы сейчас не о них, поэтому, если позволите, вернемся к Азербайджану и прочим чудесным историям. Так вот, Азербайджан. Газа своего в необходимых количествах у него нет. Значит, и в статье Bloomberg с удивлением, как мне кажется, это отмечают. Ой, это ж придется у России этот газ брать. Да, как много раз говорилось на этом канале, газ придется брать у России, потому что взять его больше негде. Чисто физически вы должны были несколько лет назад начать вкладывать деньги в инфраструктуру добычную, для того, чтобы у вас этот газ появился в нужный момент времени. Вы деньги не вкладывали. Да из чего бы вы это делали? Если Европейский Союз кричит: мы будем отказываться от ископаемого топлива, и вообще все эти долгосрочные контракты нас не интересуют. А с другой стороны, тот же Европейский Союз вам, Азербайджану, говорит: ребят, вы еще так 10 миллиардов кубов нам пришлите, а как только вы задаете в Азербайджане, со стороны Азербайджана задаете вопрос: а заплатит кто за строительство трубы, за строительство необходимой добычной инфраструктуры? Евросоюз тут же уходит в тень, потому что, что ответит Урсула фон дер Ляйен? У нее этих денег не то, что нет, она даже не хочет задумываться, откуда их надо брать. Вы как-нибудь там сами решите, а потом мы, кстати, от ископаемого топлива откажемся. Помните об этом, когда будете вкладывать деньги. Соответственно, деньги никто не вкладывал. Инфраструктуры, построенной, для того, чтобы добывать и для того, чтобы транспортировать эти 10-11 миллиардов кубов, нет. Хорошо, для поставок инфраструктура не нужна. Можно через Россию до Украины и через территорию Украины вот эти 10-11 миллиардов кубов прокачивать. Ура! Так все равно инфраструктуры добычной нету. Нету, чисто физически. Газ взять негде, кроме России. То есть, получается, вы купите газ у России,
и будете его поставлять как азербайджанский. По-моему, мы буквально неделю назад еще раз проговаривали эту тему, когда там тоже какие-то европейские персонажи выскочили, такие, да-да-да, Азербайджан, Азербайджан. Ну хорошо, Азербайджан, Азербайджан. Газ чей? Откуда? Из России. Ой, как здорово. А вы уже решили, откуда будет Азербайджан брать деньги на то, чтобы расширять свою добычную инфраструктуру? Нет? Ой, а ему интересно. Вы знаете, там вот люди хотят знать, кто даст денег, и где будут гарантии, что эти деньги отобьются, если нужно будет вкладывать свои. Потому что это же противоречие некоторое. Вы говорите, нужен ваш газ, и мы считаем, что его можно прокачивать через территорию Украины, но при этом, постойте, а кто денежку дает? Вы дадите, вы сами вложите, вы добудете, поставите. Но времени для этого нет. А даже если мы эти деньги найдем и вложим, нам же эти деньги надо будет как-то вернуть, а вы кричите, что от ископаемого топлива надо отказываться. Как мы их вернем? Ой, говорят в Европейском Союзе. И опять уходят куда-то в тень. Ну вот. Поэтому размышления Блумберга о том, что можно поставлять азербайджанский газ через территорию Украины, ну да, опять мы возвращаемся к тому, что юридически можно азербайджанский газ, туркменский газ. Я даже не знаю, китайский газ при большом, вот, то есть при большом желании можно даже китайский газ поставлять. Ну, к примеру, вы договариваетесь с какой-нибудь китайской компанией о том, что часть газа, которая добывает эта компания в Китае, идет на внутренний китайский рынок как ваш газ, а вы часть газа, вот такую же, равную, продаете, прокачивая через Украину, как будто это китайский газ в Европу. Ну, можно такую схему представить? Чисто теоретически, почему бы нет? Но вот эти теоретические построения за 1,5 месяца до окончания действия транзитного контракта выглядят странно. А некоторые формулировки выглядят даже подозрительно, если мы берем тот же самый Bloomberg. Формулировки в стиле, а вы знаете, вот Словакия хочет продолжать получать газ из России, и вот ведутся переговоры с Азербайджаном. Подождите, Словакии ведут переговоры с Азербайджаном? Ну, как бы там предложение построено таким образом, что складывается впечатление, что ну да. Но нет. Одно предложение не вытекает из... Второе предложение не вытекает из предыдущего. То есть просто кто-то ведет какие-то переговоры. Это словаки ведут? Нет. Об этом ничего не говорится. Более того, если мы вспомним высказывание руководства Словакии, которое было сделано в январе 2024 года, то речь там шла о том, что мы о транзите практически уже договорились. Ну и там как-то так, знаете, немножко туманно, но намекалось на аукционную схему взаимодействия. Потом, что еще у нас тут с транзитом газа стали говорить? Стали обсуждать вопрос о деньгах, которые Украина получает за этот самый транзит, что, мол, это деньги, которые там идут на финансирование и все такое прочее. Давайте этот вопрос, ну раз уж тема такая, давайте этот вопрос здесь проговорю. Действительно, украинская сторона получает за транзит деньги. Они, правда, у себя переживают, что «Газпром» зарабатывает в 5-10 раз больше денег, чем платит за транзит. Было бы странно, если было по-другому, ну да ладно. В общем, они там переживают по этому поводу, у них тоже есть свои поводы для печали. Но ключевое здесь что? А кто получает эти деньги? Это в государственный бюджет Украины идет эта сумма. Там сумма называют почему-то от 500 до 600 миллионов евро, прошу прощения, миллионов долларов. Я бы все-таки предположил, что скорее порядка 800 миллионов евро. Но не суть. Куда эта сумма идет? Когда мы говорим «Россия продает Украине», у всех складывается впечатление, ну очевидно, в бюджет, а куда? Но нет. Контракт заключен между хозяйствующими субъектами. Деньги получает оператор газотранспортной системы Украины. Для оператора газотранспортной системы Украины большая часть этой суммы, кроме той, которая идет в качестве налогов, большая часть этой суммы расходуется на ремонты и на поддержание системы, через которую раньше прокачивалось больше 100 миллиардов кубических метров, а теперь прокачивается порядка 15 миллиардов кубических метров. А расходы те же. Понимаете, в чем дело? То есть,
Раньше качалось больше 100, и денег было больше. Ну, платили больше, там до 3 миллиардов долларов доходили платежи за прокачку газа через территорию Украины. А сейчас прокачивается гораздо меньше. И да, кто-то может из вас внимательнее сказать, погодите, а почему это 800? Было, значит, 3 миллиарда, теперь 800, а прокачивали там больше 100 миллиардов, а теперь вот 15. Так разница же не такая. Да, не такая, потому что в контракте прописано «качай или плати». И часть газа, которая не прокачивается, все равно оплачивается. То есть оплачивается сейчас прокачка порядка, ну, должна оплачиваться порядка 75 миллионов кубических метров, а прокачивается реально там до 45 миллионов кубических метров. То есть вот еще где-то 30 миллионов сверху оплачивается того, что не прокачивается. Но это вот действующий контракт. Так работает. Он заключался, как вы понимаете, в немножечко других условиях. И с немножечко другими авансами в сторону нового руководства Украины, которое тогда было еще новым и подающим по какой-то необъяснимой для меня причине надежды. Кому-то, ну да ладно, вот подавало оно надежды, вот. Но все равно затраты на поддержание системы сохраняются, при том, что и потребление внутри Украины снизилось, и прокачка снизилась. А трубы надо чинить. Даже если вы Украина, которая направляет на ремонт и поддержание немножечко меньше денег, чем требуется, но трубы надо чинить. Надо людям зарплаты платить, надо ГСМ покупать, надо электричество оплачивать. И вот большая часть этой суммы, она идет вот на это все. Она идет просто на поддержание работоспособности системы, у которой и внутри страны собираемость стала меньше. Ну и люди платят хуже. И люди платят меньше, потому что потребление упало. В 2008 году потребление газа на Украине было 60 миллиардов кубов. В 2009 45 миллиардов кубов. Примерно столько, там плюс-минус 2-3 миллиарда кубических метров. Потребление сохранялось до 2013 года включительно, а потом стало сыпаться. В 2021 году это уже было где-то 28-29 миллиардов кубов. И последние 2 года это где-то меньше 20 миллиардов кубов. Это значит, платежи меньше и за транзит, и с внутреннего рынка. А люди платят хуже, собираемость меньше. То есть большая часть этих денег, она идет просто на поддержание штанов. Вот. Нет, я понимаю еще раз, что в текущих условиях даже этот довод, он, мягко скажем, никого не порадует из серии, а все равно это им идет. А что это мы в текущих условиях платим им? Поверьте, на той стороне задают те же вопросы, а что это мы транзит осуществляем, а вот обрубить. А Венгрия с нами не дружит, ей вот перекроем газ. Словакия не дружит, ей перекроем газ. А что это? Русские зарабатывают. Вы знаете, сколько миллиардов долларов на продаже этого газа, который через нашу территорию идет? Вот. И начинает изо всех сил переживать. Там народонаселение. Вот. Поэтому могу только призвать спокойней к этому относиться. Хотя я понимаю, что вряд ли мой призыв кого-то действительно успокоит, кто нацелен на то, что всем все обрубить и прекратить транзит. Руководство страны скажет, транзит обрубят. Пока руководство страны считает необходимым этот транзит сохранять, по удивительному стечению, да, он будет продолжаться. По удивительному стечению обстоятельств, те страны, в которые транзит осуществляется, преимущественно выступают с крайне с крайне рациональными предложениями. Та же самая Венгрия, та же самая Словакия. И по какой-то причине эти страны не очень нравятся Киеву. Наверное, просто совпадение. Да? Но всех специалистов по поставкам газа я приглашаю в комментарии. Обязательно поделитесь в комментариях под этим роликом на нашем канале своим мнением о том, как руководству Российской Федерации нужно поступить с транзитом газа через территорию Украины. Обязательно, я уверен, что руководство Российской Федерации и ПАО «Газпром» в том числе тоже следит, и руководство, в смысле ПАО «Газпром» тоже внимательно следит за комментариями и обязательно примет к сведению вашу позицию. На сегодня, дорогие друзья, все. Подписывайтесь на телеграм-канал «Нефтегазовая игра». Это мой персональный телеграм-канал. На телеграм-канал «Инфотек». Заходите, читайте, наслаждайтесь. На сегодня все. Александр, большое спасибо за комментарий. Друзья, подписывайтесь на Геоэнергетика Инфо в Телеграм. Не дожидайтесь, пока YouTube заблокирует, и нас вместе с ним.
Все ссылки будут в описании к данному ролику и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово помочь нашему проекту, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации. Спасибо, до новых встреч. Всего хорошего.